После 3 месяцев тотального блэкаута в Иране вернули интернет. Исламская республика не только выстояла под ударами США, но теперь взимает плату за проход через Ормузский пролив и торгуется с Трампом о снятии санкций и разморозке активов. Переговоры вроде как какие-то идут, но США в них выглядят довольно слабо. У Трампа скоро промежуточные выборы, и придет время платить по счетам за все эти странные приколы, оборачивающиеся только проблемами, а не великими дилами. Поэтому давить на Иран у него не очень-то получается. Ну а Израиль в переговорах не участвует. Это не его направление деятельности в этом конфликте. Да и в принципе, на кого там американцам давить-то, не особо понятно. Иран на переговорах на серьезные уступки даже по ядерной программе идти, похоже, не собирается, не говоря уже о ракетной программе или системе поддержки прокси-сил. Даже полностью изолировать Исламскую республику за счет морской блокады не удалось. Власти просто активизировали экономические поставки через соседние страны. Например, заметно выросли поставки из России по Каспию. Внутри же режим стал более жестким, а сторонники сплотились вокруг власти. Сегодня попробуем с вами разобраться, в каком состоянии Иран выходит из войны с Израилем и США, которая, к слову, пока не закончена, и в какую сторону изменилась жизнь обычных иранцев. Только перед тем, как перейдем к основному разговору, напомню. В описании вы найдете гайд, как обойти блокировки интернета, а также наш рейтинг VPN-сервисов. Лидер нашего рейтинга за прошлую неделю – VPN Liberty. Обратите на него внимание. У него сейчас есть пробный период 30 дней бесплатно. Недавно издание Guardian выпустило материал о том, что в Иране наконец-то прервали блэкаут. Однако все не так просто. Интернет в стране вернулся далеко не до прежних значений. Скорость низкая, соединение постоянно слетает, а чтобы нормально пользоваться даже незаблокированными сервисами, нужно прям-таки напрячься. Однако, если сравнивать с 3 месяцами отсутствия интернета вовсе, это все-таки большой шаг вперед. И мы даже знаем, почему власти на него решились. Интернет-экономика напрямую или косвенно создавала в Иране примерно 10 миллионов рабочих мест. Один только заблокированный Инстаграм стал рынком сбыта для тысяч компаний, которые продавали в нем все подряд, от домашней выпечки до мобильных телефонов. Кажется очевидным, что такие ограничения иранская экономика просто не может себе позволить. Правда, с этим в иранской власти согласны не все. Человеком, вернувшим интернет, считается президент Ирана Масуд Пазешкиан. Он активнее всех выступал за восстановление сети и в марте создал специальный штаб, который должен вернуть интернет к довоенному уровню. Интернет худо-бедно как-то включили, зато штаб неделю назад запретили по решению суда. Какой еще штаб? Восстановление интернета активно критикуют и чиновники. Депутат парламента Ирана Хамид Расаи заявил, что Инстаграм и Телеграм являются инструментами для подрывных проектов. Заявил он об этом, правда, прямо в Телеграме. Но еще жестче по интернету прошлись на иранском телевидении. Особенно яро его раскритиковал известный ведущий Мухаммад Реза Шахбази. Если интернет для вас так важен, езжайте жить в мире и согласии в Афганистан или Сирию. В общем, возвращению интернета рады далеко не все, и заметная часть элиты его отключения активно лоббирует. Понятно, что последнее слово здесь не за телеведущими и не за президентом даже, а и не за иранским судом. В нынешней системе решение одобряет или не одобряет корпус стражей исламской революции. Главное, что нужно понимать про интернет в Иране, его можно сегодня выключить, а завтра включить. И так постоянно. В этом году оно так и работает. Сначала его отключили во время протестов в январе. В феврале вернули где-то на месяц, а в марте началась война, и Иран погрузили в блэкаут на 3 месяца. Теперь вот вернули в ограниченном виде. И это теперь новая реальность для Ирана. Нестабильный интернет – это не самое страшное, что там происходит, хотя это причина многих других проблем. Ну вот куда ощутимее сказывается масштабный экономический кризис. Общая инфляция в годовом выражении выросла до 54%, а продуктовая аж до 115%. И это только официальная статистика. По ней же за 3 месяца войны лишились работы 2 миллиона человек. Но и без официальных данных последствия безработицы налицо. В Иране стремительно выросло число уличных торговцев. В крупных иранских городах торговцы стали неотъемлемой частью улиц, метро, тротуаров и даже автомагистралей.
Значительная часть этих людей – вчерашние сотрудники компаний, торговых предприятий и даже госслужащие. Почему такое положение дел вообще сложилось? В результате военных ударов прекратили работу два крупнейших сталелитейных завода. Местами разрушены инфраструктурные объекты, например, порт Бендер-Энзели на Каспийском море. Но главным фактором стало то самое отключение интернета. Из-за него работу потеряли не десятки тысяч людей, а миллионы. И даже после возвращения интернета все мелкие магазинчики и предприятия, сводившие концы с концами в Инстаграме, к работе моментально не вернутся. К тому же ситуация эта сложилась в стране, где и в мирное время люди хорошо не жили. В стране, где по прошлогодним оценкам Всемирного банка ниже черты бедности живет до 40% населения. И вот в этой стране даже профессор экономики местного университета по фамилии Мирзаи говорит: только за 3 месяца войны бедных в Иране стало на 3,5-4,5 миллиона больше. А ВВП страны, по самым оптимистичным оценкам, сократится на 10% по итогам года. И тут еще стоит помнить, во-первых, о блокаде иранских судов в Персидском заливе. Да, Тегеран активизировался на других направлениях, наращивает транзит через Турцию, Пакистан, Каспийское море. Но маршруты эти могут в лучшем случае обеспечить гуманитарные нужды. Когда же речь идет об экспорте нефти, Индийский океан остается фактически единственным путем. Цистернами много нефти в Турцию не вывезешь. На Каспий танкеров практически нет, да и плыть им там особо некуда. Если блокада продолжится, Иран рискует фактически лишиться нефтяных поступлений. Во-вторых, Тегеран также торгуется с США за разблокировку замороженных активов, общая сумма которых оценивается в $24 миллиарда. Но такая сумма даст разве что временное облегчение. Структурные проблемы никуда не исчезнут. Тут отдельно стоит выделить нарастающий топливный кризис. Что мы и сделаем после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Средний месячный доход фрилансеров растет с каждым годом. За 2025, например, он вырос аж на четверть. Все потому, что все больше людей на постсоветском пространстве понимают, как работать с зарубежными заказчиками. Сегодня не обязательно оформлять счет в зарубежном банке или проводить оплату от иностранного клиента через знакомых. Все это мало того, что дорого и неудобно, так еще и для заказчика выглядит крайне подозрительно. Лучше воспользоваться услугами компании-посредника, что значительно упрощает взаимодействие. Например, попробуйте сервис Mellow. Он позволяет получать деньги просто, быстро и легально, где бы вы и ваш клиент ни находились. При регистрации вы заключаете с Mellow договор-оферту, а затем создаете для клиента счет от юрлица компании. Юрлица есть разные – на Кипре, в США, в Нидерландах. Mellow же зачислит полученные средства на ваш счет внутри сервиса, и вы сможете их вывести на карту, счет компании или электронный кошелек. По каждой сделке автоматически создаются закрывающие документы, договор, счет и акт выполненных работ. А главное, у Mellow прозрачная комиссия 5%, без всяких скрытых платежей и дополнительные комиссии за вывод. И можно выбрать, кто ее оплатит – фрилансер или заказчик. Mellow не просто позволит вам принимать платежи от клиентов более чем из 100 стран мира. Mellow также дает возможность получить предоплату, безопасную и для заказчика, и для вас. Его средства просто резервируются внутри сервиса и будут выплачены, когда вы закончите работу. Mellow также представляет документы для Nomad-виз, оказывает налоговые консультации, помогает проходить валютный контроль и находить новых клиентов. Однако стоит помнить, каждый случай индивидуален. Многое зависит от вашей страны и страны вашего клиента, налогового статуса и других факторов. Поэтому Mellow также предоставляет бесплатные консультации, на которых специалисты разберут ваш кейс и расскажут, как именно вам будет выгоднее действовать. Записаться на консультацию можно по ссылке в описании. Продолжим. Мы говорили о том, что за месяцы войны экономика Ирана, и без того не цветущая, пережила еще более глубокий регресс. Отдельно тут стоит выделить нарастающий топливный кризис, как я уже говорил. Так уж исторически сложилось, что вопрос этот один из самых важных в Иране. Бензин продается по фиксированным ценам, а их повышение уже приводило к массовым протестам и даже к кровавым протестам. В ноябре 2019 года из-за трехкратного повышения цен местные жители начали поджигать заправки и банки. Власти в ответ открыли огонь на поражение. В результате за 2 недели протестов погибли 1500 человек. Сегодня в Иране существует сложная система с 3 курсами бензина. Чтобы вы просто понимали порядок цен, скажем, что по одному из них, льготному, если вы берете 60 литров в месяц,
вам придется отдать примерно 1 цент за литр. Второму курсу еще 100 литров в месяц по 2 цента каждый. Сверх этого бензин предоставляется по цене 3 цента за литр. Понятно, что поддерживать такой курс сложно даже в мирное время. Само производство бензина стоит в разы дороже, разницу покрывает государство. А потребление-то растет. Понятное дело, схема такая неизбежно ведет либо к повышению цен, либо к дефициту топлива. Иран скорее предпочитал дефицит, а дыры покрывал за счет импорта. И так оно, может быть, бы и ехало, если бы не война, которая частично подорвала цепочки производства топлива внутри страны, во-первых, а во-вторых, американская блокада ограничила возможность импорта бензина, значительная часть которого закупалась по бартерным схемам в обмен на сырую нефть. Власти говорят, что проблемы есть, но пока страна справляется. Но свидетельства с мест скорее говорят об обратном. В южных провинциях Ирана продают не больше 20 литров бензина в одни руки. Топливные карты все чаще не принимают на заправках. А к чему такие проблемы могут привести, руководству Ирана известно. И то, видимо, решает действовать на опережение. Война стала удобным поводом, чтобы развязать масштабную кампанию репрессий. В мае начальник иранской полиции Радан объявил, что с февраля арестовано более 6,5 тысяч предателей и шпионов. Части из этих людей вменяется сотрудничество с Израилем и США. Но в большинстве случаев обвинения куда прозаичнее: использование Starlink, публичная поддержка ударов по Исламской Республике, одобрение убийства иранских чиновников или военачальников, даже отправка видео или фото вражеским СМИ вроде персидской службы BBC. Но абсолютным новшеством в этот раз стала массовая конфискация имущества иранцев, проживающих за рубежом. Сейчас известно как минимум о 750 пострадавших. Зачастую это журналисты или эксперты, которые комментируют ситуацию вокруг Исламской Республики в мировых медиа. У них конфискуют или замораживают счета, недвижимость и другие активы. Самым страшным стал, однако, рост смертных казней. В прошлом году Иран и так поставил новый антирекорд – 2159 казней, по данным Amnesty International. Для сравнения, годом ранее казней было в 2 раза меньше. При этом большая часть за наркотики и насильственные преступления. 3 последних месяца стали беспрецедентными по числу казней политических. С февраля власти казнили по меньшей мере 39 человек по политически мотивированным обвинениям, а судебный процесс зачастую сопровождался пытками. Конечно, политические казни случались в Иране и раньше, но обычно речь шла об отдельных случаях, и даже в худшие годы таких насчитывалось не более 20. Когда мы все это разобрали, будто напрашивается вывод, что иранская власть укрепилась, но тут все не так просто. Прежняя политическая система сломана. Фактически КСИР доминирует при принятии всех ключевых решений. Действует от лица верховного лидера, о дееспособности которого ничего не известно. Однако система в Иране не монолитна, и такое положение дел устраивает не всех. Настолько, что находятся те, кто пытается даже сопротивляться. В апреле выяснилось, что КСИР вступил в конфликт со спикером парламента Галибафом. Последнего даже отстранили от роли главы переговорной группы США. Но парламент Галибафа отстоял, а в конце мая переизбрал его своим спикером. Попытки заявить о себе предпринимает и президент Пазешкиан. Сначала он возмущался тем, что глава МИДа не выполняет его приказы. Затем пошли слухи, что Пазешкиан пытался подать в отставку, протестуя против ограничений его полномочий и засилия военных. То есть КСИРу, может, и удалось подмять под себя большую часть властных полномочий, но за этот новоявленный статус-кво им приходится бороться. И даже противостояние внутри системы – не главный вызов для властей. Главный вызов – это жители Ирана. Да, лоялистов удара США только сплотили, но говорить об аналогичном единении всех слоев иранского общества не приходится. Это не более чем пропаганда Тегерана. Нормальной социологии из Ирана у нас, понятное дело, быть не может. Мы знаем про жесткие разгоны демонстраций в годы войны. Знаем про стрельбу силовиков по окнам тех, кто просто выкрикивал антиправительственные лозунги из своих квартир. Если бы власть и правда ощущала всенародную поддержку, то на несогласных бы так нервно не реагировала. Тем более, то тут, то там появляются данные о новых волнениях. Речь пока о небольших акциях рабочих, пенсионеров, малого бизнеса, студентов. Но теперь
Когда страну штормит по всем фронтам, поводов для протеста может быть более чем достаточно. Жизнь людей в Иране стала еще сложнее. Экономика проваливается уже куда-то на уровень Сирии и Афганистана. При этом в Иране убили во время войны всю властную верхушку. Нового лидера так с тех пор никто и не видел. Оставшиеся в живых военные укрепились. Фактически захватили власть, но совсем не чувствуют себя уверенно в этой роли. А неуверенность рождает реакцию, репрессии и давление на общество. Что там будет дальше? Поглядим. До завтра.